Во время прогулки по зоопарку со своим новорожденным сыном мама показывает своего малыша самки гориллы по ту сторону стекла. Когда работники зоопарка замечают ее реакцию, они вскрикивают от шока и сразу же бросаются фотографировать. Эмилина Остин слышала, как несколько человек на заднем плане перешептываются, когда она подносила своего малыша Каньона поближе к стеклу, чтобы гориллы могли его разглядеть. Каньон спал, совершенно не обращая внимания на самку гориллы, которая смотрела на него издалека. Когда горилла подошла к стеклу, по всей комнате раздались удивленные возгласы. «Боже мой, что она делает? Ей следовало бы забрать оттуда своего ребенка». Никто не мог понять, почему новоиспеченная мать так спокойно показывала горилле своего малыша. Но Эмма находила их страх забавным. Толстая стеклянная стена могла предотвратить все, что угодно, а поскольку Каньон был слишком мал, чтобы понимать, что происходит вокруг, он даже не заметил бы, если бы горилла плохо отреагировала на него. Однако, похоже, горилла и не думала о такой негативной реакции. Она, казалось, была невероятно заинтересована в человеческом мальчике. Другие обитатели хабитата также были удивлены ее действиями и сосредоточили на ней свое внимание. Горилла несколько раз постучала по стеклу и положила на него ладонь, очевидно, пытаясь удержать за руки месячного младенца, крепко спящего на руках у матери. Такого раньше никогда не случалось, и все посетители буквально впали в транс, наблюдая за милым общением этих двух матерей, принадлежащих к разным видам. Насыщенная событиями встреча состоялась в 2011 году, когда Эмма и Майкл планировали провести день в бостонском зоопарке Франклин-парк. Здесь обитает более 220 видов животных, и это любимое место для пары. Именно там они впервые встретились и захотели создать воспоминания о своей молодой семье. Это была их первая поездка с тех пор, как у них родился сын Каньон. Уход за ним в течение последнего месяца был напряженным и сказался на новоиспеченной матери, но появление его в их жизни стало большим благословением, чем они когда-либо ожидали. Эмма и Майкл прошлись по зоопарку и, наконец, добрались до рощи горилл. Это было одно из самых впечатляющих сооружений в зоопарке. Здесь обитало семейство горилл западной равнины и был отремонтирован пару месяцев назад, чтобы гориллам было больше места для игр. Эмма пару раз бывала в Гроув до того, как его отремонтировали, и ей не терпелось увидеть, какие изменения произошли в этом месте. В роще горилл было множество лиан и деревьев для лазания, а также каскадный водопад. Она максимально точно воспроизводила естественную среду обитания горилл. Гид сообщил посетителям, что в новой роще есть свои возможности для поиска пищи, что позволяет гориллам охотиться в течение всего дня. Большинство горилл, как правило, проводит время в закрытом помещении, но сегодня они были на улице. Детеныши играли вместе, и матери часто души не чаяли в них, в то время как самцы серебристо-спинных горилл отдыхали в тени и наблюдали за проходящими мимо посетителями. Одной из этих горилл была Кики. Большую часть своей жизни она воспитывалась людьми и научилась быть заботливой. Однако нельзя было отрицать ее врожденные материнские инстинкты. Еще до того, как у нее появились собственные дети, она всегда старалась изо всех сил заботиться о малышах других членов группы. Ее всегда видели заботящиеся о младенцах, носящие их на руках и ухаживающие за ними так же, как это делали бы их матери. Это позволяло молодым матерям отдыхать, зная, что их ребенок в надежных руках. Однажды ее роль заботливой матери стала важной для выживания горилл в зоопарке. Когда ей было всего 17 лет, в Горилла Гроув появилась на свет первая горилла, появившаяся на свет в зоопарке за всю его историю. Это была самка по имени Каюс, родившаяся у 23-летней Коко. Важно,
чтобы младенцы оставались рядом со своими матерями в течение первых 6 месяцев и находились под присмотром около 3 лет, прежде чем им разрешат свободно передвигаться. Однако мать гориллы перенесла осложнение во время родов и не смогла родить ее естественным путем. Когда она пришла в себя после экстренного кесарево сечения, она отказалась кормить своего ребенка грудью и стала агрессивной, когда работники зоопарка попытались приблизить ее к себе. Малышка столкнулась с рядом проблем, когда находилась вдали от матери, и вскоре после рождения у нее развилась пневмония. Ее отец взял на себя заботу о Киас, но она нуждалась в большем уходе и внимании, чем он мог ей обеспечить. Один из работников зоопарка предложил взять на себя роль мамы Киас и присмотреть за ней, но 17-летняя Кика инстинктивно взяла малышку под свою опеку, несмотря на то, что у нее не было собственных детей. Она приносила новорожденного на искусственное вскармливание в зоопарк, где сотрудники по уходу за животными кормили его из бутылочки, прежде чем вернуть в вольер. Благодаря ее заботе Кай выздоровел и должным образом адаптировался к жизни в зоопарке. Когда у Кики появились собственные дети, она с гордостью показывала их посетителям и никогда не выпускала из виду. Ее 5-му и последнему малышу, Пабло, на момент визита Эммы было 7 месяцев, и он все еще пытался ориентироваться в вольере. Первые 2 месяца своей жизни Кики целыми днями присматривала за ним и никого к себе не подпускала. Отцу Пабло, Китомби, все еще не разрешали прикасаться к сыну 7 месяцев спустя. Каждый раз, когда он пытался это сделать, Кики становилась агрессивной и вырывала своего малыша из рук отца. Смотрители зоопарка решили, что Китомби лучше отойти в сторонку и подождать, пока Кики не будет готова предоставить ему доступ к их сыну. Смотрители зоопарка часто шутили, что если детеныш когда-нибудь упадет на выставку, Кики не захочет отдавать его обратно. Вот насколько по-матерински она относилась к детям. Но когда произошел такой ужасный несчастный случай, они стали свидетелями того, как сильно Кики привязана к детенышам любого вида. За 5 лет до визита Эммы маленький мальчик, который пришел в зоопарк на выходные, перелез через ящик, установленный на перилах, и упал на бетонный пол вольера. Все 7 горилл подошли к испуганному мальчику, и его родители закричали по ту сторону стекла, прося о помощи. Мальчик заплакал и стал звать папу на помощь, но это не помешало гориллам окружить его. Самый крупный самец гориллы с любопытством прикоснулся к мальчику, заставив его отступить на шаг назад, пока он не забился в угол вольера, не в силах что-либо сделать. К тому времени, когда прибыли работники зоопарка, 3-летний мальчик почти полностью израсходовал свои силы на плач и почти не реагировал на их призывы. Работники зоопарка проявляли осторожность, входя в вольер, когда все самцы горилл находились на улице. Обычно они ждали, пока все животные отдохнут в помещении на случай, если гориллы почувствуют угрозу и станут агрессивными. Теперь им пришлось действовать осторожно, чтобы убедиться, что мальчик не пострадал. Пока они размышляли, что делать, Кики вышла из своего укрытия, неся на спине младенца. Она увидела открывшееся перед ней зрелище и вскоре поняла, что в среду обитания случайно попал человеческий ребенок. Самцы горилл все еще окружали мальчика, но она также заметила толпу, которая образовалась по другую сторону стекла, когда они ждали, что произойдет. Кики пробиралась сквозь толпу горилл-самцов, пока не столкнулась лицом к лицу с мальчиком. Его глаза были красными и опухшими, а одежда покрыта коркой грязи после падения. Он был напуган ее присутствием, но не шевелился и не произнес ни слова. Она посмотрела на родителей мальчика, которые молча молились себе под нос. Его мать смотрела на нее полными слез глазами, умоляя не причинять вреда ее сыну. Кики только что родила 2-го ребенка и по-своему понимала боль,
которую испытывала мать мальчика. В мгновение ока она заключила мальчика в объятия. Когда она подняла его, мальчик потерял сознание. Кики осознала его уязвимость и обращалась с ним со всей осторожностью, на которую была способна. Она направилась ко входу в вольер, где уже находились работники зоопарка и парамедики, готовые оказать ему помощь. Когда другие гориллы попытались последовать за ней, их обрызгали водой, чтобы отогнать. Она спокойно передала мальчика работникам зоопарка, прежде чем вернуться к своей семье. В результате падения мальчик сломал руку и получил несколько небольших порезов на лице. Он пролежал в больнице 4 дня, прежде чем его отпустили домой, где он полностью выздоровел. Кики рисковала собственной безопасностью, защищая мальчика от других территориальных горилл, как своего собственного отпрыска, и стала международной сенсацией. Работники зоопарка уделяли ей особое внимание, а посетители стекались в зоопарк, желая хоть мельком увидеть ставшую знаменитой гориллу. Эмма и Майкл были среди них. Прогуливаясь по вольеру с гориллами, они заметили группу людей, с любопытством наблюдавших за игрой Кики с Пабло. Она не обращала внимания на толпу и сосредоточила все свое внимание на своем ребенке, пока щелкали камеры. Сама став молодой матерью, Эмма видела, как сильно Кики заботится о своем сыне и ценила крепнущую связь между ними. Бросив быстрый взгляд на своего мужа, Эмма протянула ему каньона и поднесла его поближе к стеклянной витрине. Она не была уверена, заметит ли их Кики, но согласилась, надеясь, что одного вида новорожденного будет достаточно, чтобы привлечь к ним внимание самки. В течение следующих нескольких минут Кики продолжала играть со своим сыном, бросая взгляды на Эмму и ее маленького сынишку. Несмотря на то, что вид каньона вызвал у нее любопытство, любящая мать все еще не хотела выпускать сына из виду. Но Эмма тоже не была готова сдаться. Ее муж считал, что им следует двигаться дальше, но она была уверена, что Кики заинтересован в ребенке, и ей это не просто показалось. Она медленно отодвинула большую часть мягкого одеяла, укрывавшего каньона, и подняла его маленькую ручку. Несмотря на то, что каньон спал, его пальцы обвились вокруг руки матери, заставив ее улыбнуться. Эмма постучала по стеклу, тихо окликая Кики, а затем прижала голову каньона к стеклу. Этого было достаточно, чтобы отвлечь гориллу. Она медленно подошла к зеркалу, чтобы поближе рассмотреть мальчика. Она посмотрела на его спящее личико и издала тихие звуки, выражающие ее счастье. Несмотря на барьеры между ними, как из-за физического воздействия стекла, так и из-за того, что они не могли общаться друг с другом на своих родных языках, две матери все еще могли общаться из-за любви, которую они испытывали к своим детям. Кики села на землю, и Эмма последовала ее примеру, снова поднеся сына поближе к стеклу. Как и в прошлый раз, Эмма взяла руку каньона и положила ее на стекло. В свою очередь, Кики положила свою ладонь на стекло, жалея, что не может взять его за руку. Она продолжала указывать в сторону каньона и оглядываться на других горилл, удивляясь, почему они не разделяют ее восхищение человеческим ребенком. Кики встретилась взглядом с матерью малыша, прежде чем снова перевести взгляд на него, понимая, что их обоих объединили материнские инстинкты. Кики попыталась лизнуть каньона через стекло, как своего собственного младенца, а когда у нее не получилось, она прижалась лицом к стеклу, прежде чем снова посмотреть на Эмму и ее мужа с гордым выражением на лице. Она разговаривала с ними руками, а когда за ней пришли дочери, она не обращала на них внимания, пока они не ушли. Было ясно, что Кики понимала, насколько драгоценен человеческий ребенок, и была искренне рада, что родители привезли его погостить. Пабло сидел в нескольких шагах позади матери и играл с листьями на полу. Он совершенно не замечал человеческого ребенка и того восхищения,
которое испытывала к нему его мать. Пабло ждал, когда она вернется к нему, и до тех пор держался совершенно отстраненно от посетителей и других горилл в вольере. Кики посмотрела на своего сына, прежде чем снова обратить свое внимание на каньона. Поскольку Эмма познакомила ее с каньоном, она хотела отплатить ей тем же. Более того, она хотела показать своего сына и то, как она им гордится. Он был первым сыном Кики и первым детенышем гориллы-самца, родившимся в бостонском зоопарке. Она сделала жест рукой в сторону пары, и они в замешательстве уставились на нее, недоумевая, что она имеет в виду. Вскоре Кики ушла, а Эмма уставилась ей вслед, недоумевая, что же пошло не так. Ей было грустно из-за того, что Кики уезжала, но все же она была в восторге от того, что провела с ними много времени и явно была рада увидеть каньона. Эмма и Майкл решили пойти дальше и посетить другие отделы зоопарка. Когда они прощались, Майкл заметил, что Кики махнула им рукой, по-видимому, прося подождать. Когда пара наблюдала, как горилла возвращается к ним, она заметила, что у нее что-то шевелится под мышками. Это был Пабло, ее младший сын. Он не хотел знакомиться с парой, но Кики не хотела, чтобы у него был другой выход. Подойдя к зеркалу, она посадила Пабло себе на ногу и придвинула его поближе, чтобы пара могла его видеть. Пабло с любопытством смотрел на эту пару, пока его мать не перевела его взгляд на все еще спящего ребенка у них на руках. Возможно, поначалу Пабло это и не заинтересовало, но каньон очаровал его так же, как и Кики. Младенец прижался лицом к стеклу, ему не терпелось рассмотреть его поближе. Он посмотрел на свою мать и указал на ребенка. Кики кивнул в ответ, и они снова прижались лицами к стеклу, так что их носы соприкоснулись. У Майкла и Эммы на глазах выступили слезы. Они не могли поверить, что были участниками этого трогательного момента. На месте собралось больше посетителей, что привлекло внимание работников зоопарка, которые заинтересовались происходящим. Когда они прибыли, то закричали от открывшегося перед ними зрелища. Это был первый раз, когда Кики была в восторге от человеческого ребенка, и, похоже, Пабло тоже в него влюбился. Они помогли паре сфотографироваться рядом с Кики и ее сыном и опубликовали их историю в социальных сетях. Несколько посетителей, заглянувших в зоопарк, сказали паре, что они никогда не были свидетелями чего-то столь прекрасного в зоопарке, и поблагодарили их за то, что они подарили всем такой незабываемый момент. Когда они ушли, Кики и Пабло продолжали следовать за ними через стекло и наблюдали за ними, пока пара не скрылась из виду. Не каждый день горилла общалась с людьми на таком интимном уровне, но это было то, что они запомнили навсегда. Позже Майкл опубликовал видео на Facebook, назвав его одним из самых удивительных впечатлений, которые он когда-либо испытывал. Он был счастлив, что они с женой решили посетить зоопарк в тот день и что Эмма настояла на том, чтобы привлечь внимание Кики. Это были воспоминания, которыми они надеялись поделиться с маленьким каньоном, когда он станет намного старше. В 2013 году Эмма и Майкл вернулись в зоопарк вместе со своим 2-летним сыном. Придя туда, пара с нетерпением огляделась по сторонам, пока их взгляд не упал на Кики и Пабло, ее младшего сына. Пабло было уже почти 3 года, и он по-прежнему проводил большую часть времени, играя со своей матерью. Кики отдыхала под одним из тентов, следя глазами за каждым движением сына. Эмма постучала в стеклянную витрину и позвала Кики. Когда она не ответила, то позвала снова. Кики несколько минут смотрела на пару, оставаясь на своем месте. Пара надеялась, что Кики узнает их, и они смогут снова представить каньона теперь, когда он немного подрос. Пока они размышляли, что делать дальше, Кики спустилась со своего места для отдыха и подошла к ним. Она вспомнила. Она уставилась на каньона,
который с любопытством смотрел на нее. Прошло много времени с тех пор, как Кики видела их в последний раз, но она все еще не могла поверить, как быстро он вырос. Она положила руку на стекло, и Каньон, после многочисленных ободрений со стороны родителей, сделал то же самое. Кики опустила руку и оценивающе посмотрела на Эмму, прежде чем вернуться к Пабло. Две матери до сих пор помнили друг друга и своих маленьких сыновей, и их навсегда объединила любовь к своим сыновьям, независимо от их биологического вида. Какая невероятная история. Вы бы позволили своему ребенку подружиться с животным? Как вы думаете, Кики действительно помнила Эмму и Каньона? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже, и увидимся в следующем видео.